Большая белая акула стремится оседлать своего противника, режиссера-документалиста, в одном из самых опасных и зловещих водных путей на нашей планете. Шансы на выживание финалиста ужасного столкновения с хищной акулой кажутся ничтожно малыми, практически нулевыми. Вдобавок ко всему, когда неожиданные и непредвиденные обстоятельства вступают в игру с гигантским китом, подступающим к нападению, ситуация становится еще более критической и наполненной опасностью. 5 мучительных и напряженных минут проходит в гнетущей атмосфере, и все вокруг устрашающе кричат и вопят, когда кажется, что свирепое морское чудовище готово поглотить дайвера целиком. Не забудьте подписаться и активировать кнопку звукового оповещения, чтобы не пропустить каждую новинку. А теперь давайте углубимся в основной сюжет этой невероятной и полноправной истории. В Южной Африке, на небольшом, но зловещем и таинственном участке моря, который различают между островом Дайер и Гейзер-Роком, располагается водоем, известный как один из наиболее предотвратимых и опасных мест на планете. Эта местность заслуженно считается истинным адом для морских существ, а Финн Хук оказался в этом районе для выполнения миссии своей жизни, находясь в компании своей преданной съемочной группы документального фильма. Это место идеально подходило для их группы, поскольку они уже много лет запрашивали разрешение на свободное погружение с самыми опасными хищниками-вершинами океанических просторов. На скале Гейзер располагалась колония из 60 тысяч капских морских котиков, а на острове Дайер гнездилось около 900 пар африканских пингвинов. Эти водные просторы, манящие своей загадочной красотой, получили название «Акулья аллея», так как именно этот регион служит основным источником питания для больших белых акул, считающихся королевами океанских глубин. Каждый член команды испытывал трепет и уважение перед акулами, но для Финна это было нечто большее. Это было его призвание, его настоящая страсть и мечта. Несколько лет назад, занимаясь подводной охотой, он пережил уникальный и невероятный опыт, который навсегда изменил его восприятие океанских обитателей и его основания о взаимодействии с ними. После выполнения нескольких часов активной охоты под водой Финн разматывал леску, когда его внимание привлекло невероятно быстрое, стремительное и пугающее движение. Оглядевшись, он не смог поверить своим глазам. Перед ним находился огромный черный глаз акулы, пристально смотрящий прямо на него, полон живого интереса и хищного намерения. Природа этого поразительного животного поразила его до глубины души и запомнится на всю жизнь. Он не мог представить, насколько велико это хищное существо. С такого близкого расстояния сразу стало ясно. Оно является безжалостным хищником, которому остается только следить за потенциальной жертвой, которая может стать его следующим обедом. После того, как Финн пришел в себя и вернул себе контроль над ситуацией, он оказался лицом к лицу с мощной акулой. Она подлетела к нему слишком близко, и в порыве инстинктивного страха он отшатнулся. Зубы акулы сжались вокруг его подводного ружья, и время на миг остановилось, когда Финн пришел в ужас от того, что видит перед собой. Однако, несмотря на нарастающую панику, он быстро обрел самообладание и сосредоточенность. Умело выхватив ружье из пасти акулы, он смело ударил ее в глаз, советуя пережить саму суть страха. Когда акула наконец уплыла, оставив Финна в шоке и ужасающем состоянии, он прошел через это испытание с незабываемой историей выживания, ползущей глубоко в сознании, и новым восхищением этим удивительным видом, большими белыми акулами, которые за всю тысячелетнюю историю океана считались самым страшным морским хищником. После этого невероятного дня, полного морских приключений и неизведанных страхов,
У Фина возникло желание делиться своими переживаниями с миром, чтобы привлечь внимание к этим завораживающим существам, о которых так мало людей по-настоящему знают. Он начал снимать документальные фильмы, обрекая свою жизнь на риск каждый раз, когда погружался хотя бы в воду с камерой в руках. Несмотря на этот риск, он считал это малой ценой для реализации своих высоких амбиций, и, наконец, его команда сидела в раскачивающейся лодке на Акульей аллее, полные волнения и ожидания. Изначально они наблюдали за спокойной поверхностью, но были готовы к погружению, готовясь к захватывающему процессу взаимодействия с морскими чудовищами. Они искали знаки присутствия высших хищников, чайки, ныряющие в воду за рыбой, или мелкие рыбешки, плавающие близко к поверхности. Сегодня было особенно тихо, как будто само море замерло в ожидании чего-то необычного. Пингвины на острове Дайер и тюлени на скале Гейзер, словно зная, что происходит, замерли, оставляя ощущение безмолвия и тревоги. Это явление сигнализировало, что под водой совершенно нет опасности. Финн собрался, стягивая на себя водолазный костюм, и, наконец, погружение началось. Он проверял свою камеру, пока его рабочие крепили части своего оборудования, смело и уверенно настраивая фокус для будущего подводного шедевра. Как только они перевернули борт своей лодки, под водой воцарилась жуткая тишина, в которой даже слышно было биение сердца. Видимость не превышала 3 метров, и лишь изредка вскользь за поверхностью воды могли быть заметны всплески тюленя или пингвина, что нарушало стороннюю жизнь в этой безмолвной бездне. Финн заметил нечто необычное, наблюдая за игривыми движениями тюленя. По поверхности воды проплыли несколько огромных силуэтов. Сначала он решил, что это касатки. Вокруг 2 островов охотились 2 касатки, как будто со стороны с левого и правого борта, забирая их жертвы в пасть. Эти свирепые хищники демонстрировали силу агрессии, так как охотились на больших белых акул. В этой области действительно было много больших белых акул, однако данный мощный дуэт пробудил у них страх и беспокойство, словно облако над бездной. Финн, не сводя взгляд с возникших теней, начал обживаться в мысли, что отсутствие хищных акул вокруг может объясняться их присутствием, и это стало причиной тревоги его сознания. Однако крупные фигуры двигались не так, как касатки, и это говорило о многом, став признаком грозящей опасности. На протяжении долгих минут, сосредоточив лучи своего внимания на объекте, он перевернулся на спину и, вглядываясь в темные глубины, осознал, что это на самом деле была группа южных правых китов. Вооружившись знанием о мире океана, он сразу заметил, что детеныши были расположены в центре защитного круга, созданного более взрослыми животными. Финн почувствовал, как тревога нарастает внутри него. Они явно защищались от неминуемой угрозы. Уверенность Финна, словно воодушевленная молнией, указывала на присутствие по меньшей мере одного большого белого. За ним снова следовали другие знаки. Отсутствие тюленей и пингвинов голословно говорило о серьезной опасности, существующей под поверхностью. Он резко перерос собственные заботы и вскоре развернулся, как будто его инстинкт подсказывал ему об опасности, и моментально ощутил, что кто-то или что-то преследует его. Он в изумлении узнал акулу, исчезнувшую за спиной. По характерной грубой и чешуйчатой коже стало ясно — это была большая белая акула. Сердце Финна заколотилось в паническом ритме, когда он осознал, что эти темные воды выбрали его, чтобы стать следующей жертвой. Его мысли метались, пытаясь понять, что ждет его в будущем. Огромная белая акула готовилась к нападению, и в воздухе витала густая атмосфера неизбежного страха. Как будто в замедленном действии Финн вдруг заметил, что в мутной воде
Он не сможет опередить появление акулы. Она могла появиться в любой момент, и его неподвижность становилась рискованной из-за непредсказуемости хищника. Состояние страха охватило Фина, и он продолжал плавать в надежде увидеть активность акулы. Вдруг одним мощным толчком что-то огромное подтолкнуло его снизу вверх, выбросив его на поверхность воды. Удар был столь сильным, что вырвал свет из его легких. Вода залила его дыхательные пути, и маска, обремененная всеми опасениями, слетела с его лица, оставляя его в безумном изумлении. На мгновение Фин принял это за конец своего существования. И уже не имея возможности дышать, он, задыхаясь, вынырнул на поверхность, пытаясь закричать о помощи и обращая свое внимание на потенциальное спасение. К счастью, мгновением спустя он понял, что огромный незваный зверь отступил в сторону, как будто не желая больше его преследовать. В следующее мгновение Фин оказался в пасти морского чудовища. Его разум заполнило чувство безвозвратной потери, когда он осознал, он может стать просто очередной жертвой, незаслуженно попавшей в лапы хищника. Он думал, что стал жертвой огромного белого кита, величайшего создания в океане. Мысль о его возможной смерти показалась Фину комически абсурдной, и в то время как его адреналин зашкаливал, его ноги свисали из пасти огромного, и в то время как он ощущал полное безразличие к своей судьбе, чувство тревоги утихало, поддаваясь нарастающему пониманию. В этот момент Фин осознал, что острые, как бритва, клыки вовсе не пронзают его плоть. Что-то казалось странным. Играла ли с ним акула? Или есть другой смысл в его нынешнем состоянии? Его мысли путались, напоминая клубок, и он не знал, что ожидать от этой ситуации, оставалось только надеяться, что это быстро завершится. Но потом появилась искра надежды. Вспомнив, что он может дышать, Фин разомкнул губы, и вместо воды его легкие наполнил свежий воздух. Открыв глаза, он заметил, что остальные члены команды, стоя на ближайшей шлюпке, орали от ужаса и беспокойства, когда его окружение стало более четким и ясным. Словно не ожидая, таинственная сила коллективного ужаса понимала, что следовало делать, и весь мир вокруг пестрел паникой. Резиновая лодка мчалась на полной скорости прямо к нему. Фин понимал, что чудовище, напавшее на него, отступило, но готовилось ли оно вернуться? Несомненно, он не осознавал в тот момент, что существо, напавшее на него, действительно отступало. Однако лодка приближалась с каждой секундой, словно срываясь с крутого склона. Когда она, казалось, достигла его после вечности ожидания, команда вытащила его из воды, как тряпичную куклу, бережно и быстро, и за этим последовали крики несчастья и облегчения. Следующее, что они рассказали ему, повергло его в шок и недоумение. Команда наблюдала за тем, как Фин терроризировал подводную стаю южных правых китов. В тот самый момент, когда они заметили готовящееся нападение, они увидели огромное белое существо еще до того, как оно коснулось его. Поэтому, когда один из южных китов вытолкнул Фина на поверхность, выталкивая его из пасти акулы, это показалось абсолютно естественным и предопределенным. Для этой акулы схватить Фина было противоестественно, так как возможно, что кит спешил на помощь самым невероятным образом. Увидев, как его естественный противник нападает на его дружка, этот вопрос пересекал границы обычной логики. Кит обернулся в сторону, когда акула наконец отступила, и Фин смог снова вскользь осознать мир вокруг.
Несмотря на то, что этот огромный опыт длился всего лишь 5 минут, как наивность детства, Финн и вся его команда никогда не забудут эту историю, наполненную такими сильными эмоциями и неожиданным поворотом событий, которые бросают вызов правилам существования. Какова же странная эта история, когда она заставляет задуматься. Если бы вы стали свидетелем того, как вашего друга полностью поглотил кит, какие бы чувства вызвало это у вас? Вы когда-нибудь имели дело с морским хищником? Мы приглашаем вас поделиться своими мыслями и впечатлениями в комментариях, потому что ваше мнение имеет значение для нас. Ваша точка зрения важна для нас, и мы искренне надеемся увидеть вас в следующих новостях. Если вам понравилась эта история, уверены, что следующее видео на вашем экране тоже сумеет привлечь вас. Не забудьте подписаться на наш канал, оставить лайк и активировать уведомления, чтобы не пропустить ни одно из наших видео в будущем. Крепко целую и до встречи в следующем сюжете.